Огромный тигр приблизился к рейнджеру, Нико, которого жестоко привязали к дереву в самом сердце амазонских джунглей. Нико был связан и оставлен умирать браконьерами. Его тело ломило от боли, а надежда почти угасла. Грубая, потрепанная веревка глубоко врезалась ему в руки и грудь, удерживая неподвижно у шершавой коры. Огромный тигр остановился всего в нескольких шагах. Его янтарные глаза неотрывно следили за Нико. Воздух гудел от опасного, тревожного молчания. Нико с трудом пытался успокоить бешеное биение сердца, вглядываясь в устрашающую фигуру хищника, надеясь увидеть хоть намек на узнавание. И тогда он заметил это. Потускневший, неровный шрам, тянущийся вдоль правого плеча тигра, след от старой, почти смертельной раны, которую Нико сам зашивал много месяцев назад. Тогда, в своей лесной хижине, он спас раненую тигрицу, принесшую ему больного детеныша. А сейчас перед ним стоял великолепный тигр, который с тех пор держался в тени. Тигр переступил с лапы на лапу, перевел взгляд с лица Нико на толстые канаты, стягивавшие его туловище. Он опустил массивную голову, темные полосы скользнули по влажной земле. Из его груди раздалось глухое рычание. Звук, который Нико узнал, это была не агрессия, а что-то близкое к признанию. Тигр осторожно вытянул морду, коснулся веревки, затем отступил, будто оценивая сложность узлов. Нико попытался заговорить, из горла вырвался хрип, слабый, обезвоженный, надтреснутый. «Это я, Нико», — прошептал он. «Помнишь меня?» Тигр слегка взмахнул ухом, едва уловимый жест, словно сигнал, что он слышит. А потом начал действовать, с точностью, противоречащей его размерам. Он использовал передние лапы, чтобы тянуть толстые пряди каната, аккуратно избегая соприкосновения с кожей Нико. Работа шла медленно. Канаты были туго затянуты. Нико ощущал прилив адреналина вперемешку с глубокой тревогой. Если тигр ошибется, один укус может привести к страшной травме. Но хищник действовал точно, сосредоточенно, почти как хирург. Его предыдущий опыт с человеческой заботой, похоже, перевелся в непоколебимое доверие, с которым он теперь действовал. И тут тишину джунглей разорвал резкий пронзительный вой. Вдалеке, между густыми зарослями и деревьями, показалась одичавшая стая волков. Не местные хищники, а искусственно выпущенные браконьерами, как экзотическая охотничья добыча. Их тела были напряжены, глаза горели яростью. Они учуяли запах неподвижного человека и сосредоточенного тигра. Тигр замер. Он поднял голову, мгновенно переключившись с веревок на приближающуюся опасность. Главная волчица, крупная, со шрамом на морде, первой бросилась вперед, ведя остальных. Перед тигром встал отчаянный выбор – продолжать спасение или защитить их обоих. Стая приближалась стремительно. Противостояние между одиноким тигром и агрессивной стаей волков обострилось в считанные секунды. Тигр сделал выбор. Он шагнул между Нико и стаей, встал перед ним как страж. Раздался оглушительный рев, потрясший землю под ногами. Это был не рык ярости, а чистый, угрожающий вызов. Волки на мгновение отшатнулись, напуганные масштабом и силой зверя. Но их голод и вид ослабленного человека победили страх. Они начали действовать тактически, обходя тигра со сторон, используя численность. Схватка вспыхнула внезапно. Всплеск пыли, рычание, царапин и прыжков. Тигр бросился вперед, ударив одного волка в воздухе, отбросив его назад. Его массивное тело вращалось с ловкостью. Он удерживал остальных на расстоянии, каждый удар смертоносный, каждый прыжок в защиту не только себя, но и Нико. Нико наблюдал, беспомощный, сердце колотилось в ушах. Он чувствовал вину. Он лежал связанным, пока его спаситель рисковал жизнью. В конце концов, тигр прогнал волков обратно в чащу. Но на его боку теперь была свежая, кровоточащая рана. Он вернулся к Нико, тяжело дыша. Затем вновь склонил голову к веревкам. Он зарычал, не угрожающе, а со смыслом. Его взгляд метался между лицом Нико и узлами. Это был вопрос, мольба. «Помоги мне помочь тебе». Нико, измотанный, но решившийся, начал царапать пальцами место, где веревка была чуть слабее. Он стирал ее, царапался об кору, поранил кожу, но не останавливался. Тигр наблюдал напряженно или внимательно. Когда Нико кивнул в сторону ослабленного участка, а затем указал взглядом на тигра,
Тот понял. Вновь опустил голову, глубоко вдохнул и сделал мощный, быстрый укус. Веревка лопнула. Нико упал на бок, тело ударилось о землю. Он был свободен, но дезориентирован. Поднявшись, он инстинктивно отскочил от тигра, хотя тот не сделал ни единого движения враждебности. Но опасность еще не миновала. Из-за деревьев показалась группа тигров, самка и подрастающие молодые особи. Привлеченные шумом боя, они не знали предыстории. Они увидели лишь человека на земле, одинокого и уязвимого. И в тот момент Нико снова стал добычей. Тигр-защитник тут же встал перед ним и сдал рык. Не нападение, а предупреждение. Он утверждал: «Этот человек мой». Новоприбывшие замерли, сбитые с толку его поведением. Нико, воспользовавшись моментом, отполз за ствол дерева. Его спаситель стоял как страж. И только когда другие тигры наконец отступили обратно в лес, он обернулся. Опасность прошла. Тигр подошел ближе. Массивная грудь поднималась и опускалась. Не было угрозы, не было ожидания. Только взгляд, глубокий, полный смысла. Нико протянул израненную руку. Тигр опустил голову, позволив осторожно почесать себя. Там, где был шрам от той первой встречи. Это был мгновенный, бессловесный акт доверия. Потом тигр тихо фыркнул, а затем медленно, с достоинством, ушел в чащу джунглей, оставив Нико в безопасности. Это была не просто встреча. Это был урок. Добро, оказанное без ожидания благодарности, не забывается. Нико позже помог поймать тех самых браконьеров. Но его настоящая награда — не правосудие, а подтверждение всей его жизни, связь между человеком и природой возможна. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.